Сегодня Сахара, самая большая пустыня на нашей планете, представляет собой не только бескрайние песчаные барханы, но и вулканы, оазисы, высокие горные хребты, реликтовые озера и каменистые пустыни. Но 100 миллионов лет назад, во время мелового периода, Сахара буквально кишела свирепыми хищниками. К такому выводу ученые пришли после того, как на юго-востоке Марокко были обнаружены ископаемые окаменелости из группы Кем-Кем, название геологической группы местности, принадлежащей огромным хищным динозаврам. Трудно себе представить, но в далеком прошлом пустыня Сахара была густо заселена самыми разными организмами и без преувеличения являлась самым опасным местом на Земле за всю ее историю. Палеонтологи обнаружили самое страшное место на Земле за всю ее историю. 100 миллионов лет назад берега богатой речной системы Сахары населяли опасные хищники. Фото. 100 миллионов лет назад берега богатой речной системы Сахары населяли опасные хищники. Если представить, что путешествия во времени возможны, то, очутившись в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад, вы вряд ли долго протянете. Все потому, что в этой местности обитало слишком много хищников. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Zookeys, большинство окаменелостей группы Кем-Кем обнаружены в виде ограниченных фрагментарных останков, но дают возможность ученым заглянуть в эпоху динозавров Африки. Как пишет Нью-Йорк Пост, авторы исследования полагают, что в прошлом в этом регионе был тропический климат и обширные речные системы, а потому неудивительно, что он был домом для множества водных и наземных животных, многие из которых, вероятно, питались речной рыбой. Также не исключено, что в реках водились гигантские рыбы и даже огромная пресноводная акула Пелоанчопристис. Как пишут в своей работе исследователи, другого наземного экологического сообщества, в котором балом правят такие крупные хищники, не существует. Трудно себе представить, но когда-то пустыня Сахара была самым опасным местом на нашей планете. Обнаруженные ископаемые останки из группы Кем-Кем принадлежат по меньшей мере 4 видам крупных хищных динозавров. При этом трое из них одни из самых крупных хищных ящеров, что когда-либо ходили по нашей планете. Полученные результаты показали, что 100 миллионов лет эту местность населяли огромные крокодилы, несколько видов летающих рептилий, суперрапторы и саблезубый кархародонтозавр около 9 метров в высоту. Еще больше новостей из мира науки и высоких технологий ищите на нашем канале в Яндекс.Дзен. С недавних пор High News.ru входит в список социально значимых ресурсов по версии Минкомсвязи. Это означает, что вы можете читать наши статьи даже при отрицательном балансе. Но где, в таком случае, были все остальные животные? Как полагают авторы новой работы, судя по ископаемым останкам, гигантские травоядные животные не очень хорошо представлены в группе Кем-Кем. Как сообщает Фисерк, подобное изобилие хищных и травоядных динозавров известно как загадка Стромера, названная в честь немецкого палеонтолога Эрнста Стромера, который впервые открыл эту местность в начале 20 века. Именно тогда, в 1936 году, вышла его подробная работа по ископаемым Африки. Только вдумайтесь, с тех самых пор прошло уже почти 100 лет, не было проведено ни одного масштабного исследования, посвященного ископаемым позвоночным Сахары. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.